3 мая ФРС повысила ставку на 0,25%, что стало 10-м повышением подряд за последний год. И несмотря на то, что крупные американские банки продолжают банкротиться, как какие-то дешевые шиткоины, Пауэлл говорит, что ФРС будет повышать ставки столько, сколько будет нужно, чтобы инфляция вернулась на уровень в 2%. Вот только инфляция – это не крипта, и так быстро упасть она не сможет, из-за чего ставки могут оставаться на высоком уровне значительно дольше, чем мы думаем. Пауэлл предупредил, что в ближайшее время ФРС будет отталкиваться только от новых отчетов, которые помогут им принять ответственное решение на заседании в июне. А на что больше всего смотрит ФРС? Ну, конечно же, на ИПЦ, который опубликуют через 72 часа. И вы должны быть к этому готовы, ведь за это время решится дальнейшая судьба биткоина. Потому что если мы увидим хоть малейший намек на рост ИПЦ, то у биткоина не останется никаких шансов на возврат к уровню $30 тысяч. Многие аналитики уже бьют в колокола и предупреждают нас о рецессии, кризисе и дефолте, с которых Америка будет выбираться долгие годы. Но что это будет значить для крипты, мы ответим в этом видео. Сегодня мы для вас подготовили все самые важные отчеты, прогноз на предстоящий ИПЦ, мнение экспертов из области крипты и не только, а также потрясающий теханализ биткоина, который поможет вам понять, на каком уровне лучше всего входить в рынок. Поэтому смотрите видео до конца, и вы это все узнаете. Ну и конечно же, перед просмотром не забудьте поставить видео лайк, ведь вы наверняка слышали, что сейчас мемкоины, такие как Флоки и Пепе, разрывают рынок и показывают по 100% роста в день. Вот поэтому чем раньше вы наберете 400 лайков под этим видео, тем быстрее мы выпустим новый ролик, в котором расскажем вам, стоит ли в них инвестировать свои деньги и как на этих монетах можно заработать. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Друзья, всем привет, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22. А знаете, где еще буду рад вас увидеть? Конечно же, в нашем замечательном телеграм-канале, где мы, в отличие от ютуба, 24/7 на связи и делимся с вами самыми актуальными событиями из мира крипты. И, кстати, одним из таких последних событий стала монета Пепе, потому что мы еще 1 мая, до листинга на Binance, писали об этой монете, и те, кто следил за нами в телеграм, получили более 500% прибыли, потому что купили токены Пепе значительно раньше. Поэтому я не понимаю, почему вы еще до сих пор не подписаны на наш телеграм и пропускаете такие сумасшедшие события. Но это можно легко исправить, подписавшись на телеграм по ссылке в описании. И дополнительно вы сможете регулярно получать важные экономические отчеты, с которых мы, собственно говоря, сейчас и начнем. Первым на очереди у нас будет один из любимых отчетов Пауэлла – безработица, которая в моменте очень сильно напугала рынок крипты. В пятницу данные за апрель по рынку труда показали, что зарплаты выросли, рабочие места тоже выросли, а сама безработица упала до 3,4%, хотя мы должны были увидеть рост. Как результат, биткоин меньше, чем за 1 минуту улетел на 1,5% вниз, и мы получили под $18 миллионов ликвидации на рынке. Но внимательно разобрав отчет, можно было понять, что безработица упала только за счет роста рабочих с частичной занятостью, а тех, которые работают полный день, было больше уволено. И на этом фоне биткоин, не стесняясь, вернулся на 3% вверх. Реакция Пауэлла на такие данные в следующем месяце вряд ли будет положительная, ведь для него важно, чтобы безработица уверенно росла. Поэтому получить от него 0,25% к ставке для профилактики не помешает. Отталкиваясь от самого ИПЦ, который опубликуют 10 числа, то рынки прогнозируют, что за апрель ИПЦ в годовом исчислении останется без изменений на уровне 5%, а за месяц вообще вырастет, в то время как базовый годовой ИПЦ упадет только на 0,1%. И хочу вам сказать, что для нас это печальные новости, потому что с такой скоростью падения ИПЦ у Пауэлла и задней мысли не будет, чтобы сделать хоть какую-то паузу на летней встрече ФРС, что естественно негативно повлияет на крипту. В условиях кризиса банковского сектора США, повышения процентных ставок ФРС до самых высоких уровней за более чем 20 лет и снижения индекса цен производителей самыми быстрыми темпами в истории, эксперт Bloomberg предупредил, что все это может привести к крупной так называемой экономической перезагрузке буквально за 1 год. Старший стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майкл Маклоуэн выступил с суровым предупреждением о возможной серьезной экономической перезагрузке, которую ощутит на себе каждый уже через год. На интервью 4 мая Майкл Маклоуэн сказал: «К тому времени, когда мы будем говорить с вами в следующем году, я полностью ожидаю, что мы будем в тяжелой депрессивной обстановке. Безработица растет, дефляция продолжает снижаться, и в такой текущей тенденции ИЦП падает самыми быстрыми темпами в истории». Действительно так и есть, ведь индекс цен производителей, который измеряет стоимость товаров и услуг со стороны производителей, снижается
развивается самыми быстрыми темпами за всю его 75-летнюю историю. Об этом также предупредил и гендиректор Macro Compass у себя в Твиттере. И как добавил Маглоун в интервью, также существует большое давление, которое ФРС должна ослабить, но они вряд ли смягчат свою политику в будущем, что приведет к жесткой перезагрузке. С этим мнением сложно не согласиться, ведь за такое короткое время ставки ФРС взлетели до рекордных уровней. Экономическая активность упала, а банковский сектор продолжает страдать. Но тем не менее, в условиях банковского кризиса криптовалюту активно используют для защиты активов, в результате чего она растет. И вы меня спросите, а как же на этом можно заработать? Да легко, если использовать подписку Coin22 Pro. Подписка Pro — это уникальный сервис, который позволяет ежедневно получать качественный и прибыльный анализ рынка от нашей команды аналитиков Coin22, которая уже на протяжении более полугода предоставляет сделки на десятки различных монет в максимально простом формате. Например, на днях участники Pro заработали от 15% на падении Polkadot, от 25% на шорт-сделках по Ethereum, от 30% на снижении AVAX, и открыть сделки по такой аналитике сможет даже новичок. Ну а если ты желаешь научиться торговать на крипте и зарабатывать на этом, у нас есть пошаговое обучение абсолютно с нуля, которое поможет тебе освоить главные принципы трейдинга. Перед и после ИПЦ рынок крипты всегда очень активный, и пропускать такое движение я не рекомендую. Поэтому переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с нами. На фоне роста рецессии и продолжения банковского кризиса, Маглоун считает, что тенденция роста цен на золото будет усиливаться, как это обычно происходит во время рецессии в США. И он предсказал, что цена золота может вырасти до $3000 за унцию. А если посмотреть на график, можно увидеть, что недавно цена на золото установила новый исторический максимум, выше $2080. Вообще Маглоун славится своими прогнозами не только на классических рынках, но и на крипте. И его прогнозы в отношении рецессии очень схожи с прогнозами известного инвестора и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Кстати, если вы читали эту книгу, напишите в комментариях. Они оба предупреждают о сильной вероятности того, что экономическое цунами захватит США, а также весь остальной мир. Но Маглоун и Кийосаки оптимистично настроены насчет золота, серебра, фьючерсов на говядину, да, и такое тоже есть. А также к этим активам они добавили биткоин и считают, что это лучшая альтернатива акциям, ETF-фондам и даже обычным деньгам, которые Маглоун называет туалетной бумагой. Такой настрой к крипте связан с тем, что инвесторы вынуждены искать любые альтернативы для сохранения своего капитала. И во время мартовского банковского кризиса биткоин показал себя очень хорошо и, вероятно, продолжит выполнять роль цифрового золота в ближайшее время, особенно если мы увидим, что банки США продолжают банкротиться. А мы это наверняка увидим, ведь, как сказал Уоррен Баффет еще до банкротства First Republic, банковский кризис еще не закончился, и в будущем может быть еще большое количество банкротств, из-за чего компания Berkshire Hathaway продала очень много акций американских банков. А теперь особое внимание, вы сейчас будете в шоке. 5 мая ФРС официально опубликовала отчет, в котором указала, что 722 американских банка сообщили о своих проблемах с нереализованными убытками, которые превышают 50% от их общего капитала. И знаете, что самое интересное? Эти данные были получены по состоянию на конец третьего квартала 2022 года, а сейчас, на секундочку, уже середина второго квартала 2023. То есть представьте, какие на самом деле есть проблемы в банковском секторе на сегодняшний день. И это только начало. Такие проблемы связаны с тем, что ФРС беспощадно повышала ставки на протяжении последнего года. Поэтому вы должны понимать, что если ИПЦ через 72 часа покажет хоть малейший рост, у нас будут очень и очень большие проблемы. И в таком случае биткоин явно будет двигаться, отталкиваясь от базовых активов, таких как доллар, акции и золото. Поэтому давайте разберем, как они будут чувствовать себя после публикации ИПЦ. Если взять индекс доллара, то последние несколько месяцев были для него тяжелыми, ведь инвесторы продолжают ждать паузу от ФРС. Поэтому если данные по ИПЦ будут ниже ожиданий, мы получим падение доллара, которое инвесторы будут использовать для инвестиций в ту же крипту или акции, потому что доллар станет дешевым. А вот если инфляция вырастет, то доллар укрепится и рискованные активы, такие как биткоин, начнут падать. Также в случае падения инфляции инвесторы начнут скупать золото, ведь доллар станет дешевле. А как мы видим на графике, биткоин четко движется в унисон с золотом, поэтому нам крайне важно, чтобы ИПЦ 10 числа упал. Но вопрос, сможет ли вырасти биткоин, если банковский кризис начнет усиливаться? На графике мы видим, что за последние 3 недели цена биткоина двигалась в боковом направлении, чтобы сделать перерывы в восходящем тренде. Более того, эта консолидация строго резонирует между двумя восходящими линиями тренда, что указывает на формирование модели вот такого симметричного треугольника. По золотому стандарту эта техническая модель
является паттерном продолжения, который способствует возобновлению цены после прорыва его верхней линии тренда, поэтому эту графическую модель вы можете использовать для торговли. На этих выходных биткоин торгуется около уровня 29 тысяч, однако дневная свеча показывает более высокий уровень отклонения цены на линии сопротивления модели, что указывает на то, что продавцы продолжают защищать этот уровень. Эта свеча отклонения увеличивает шансы на разворот цены, которая может упасть всего на 2% и ударить по нижней линии тренда. Следовательно, цена биткоина может продолжать боковой тренд до тех пор, пока этот паттерн не сохранится. В оптимистичном случае симметричный треугольник способствует возобновлению тренда, что следовательно подтолкнет покупателей к прорыву верхней линии тренда, а дневное закрытие свечи выше линии тренда на уровне 29 700 долларов предоставит возможность для входа в рынок. И этот уровень может стать поддержкой, чтобы поднять цену еще выше. Но в случае, если ИПЦ вырастет, то, конечно же, нижняя часть треугольника будет пробита, и поддержку мы получим чуть выше 27 тысяч. Лично я склоняюсь больше в положительную сторону, ведь самым главным фактором для роста биткоина остаются проблемы с банками, которые находятся в очень сложном положении. И если мы получим еще несколько банкротств, то они явно подтолкнут биткоин вверх. Да и данные по ИПЦ должны соответствовать прогнозам, поэтому сейчас и в долгосрочной перспективе биткоин есть смысл покупать, ведь уровень 30 тысяч, а затем 32 мы должны пробить уже в ближайшее время. Напоследок хотел бы вспомнить про альткоины, ведь назвать их защитными активами нельзя, потому что они гораздо волатильнее, чем тот же биткоин. Но это уже тема следующего видео, поэтому если вы желаете его увидеть, напишите об этом в комментариях. Также поддержите это видео лайком и не забывайте переходить в наш телеграм-канал, чтобы не пропускать все самое важное. А с вами мы увидимся очень скоро. Всем пока!